Привет, фанаты BTS. Что бы произошло, если бы две самые яркие звезды BTS наконец встретились снова после столь долгой разлуки из-за службы в армии? Как бы отреагировали ARMY, увидев, как Чингук и Тэхён обнимаются перед тысячами пар глаз, которые скучают по ним? Что именно сказал Чингук, что заставило весь мир ARMY плакать? Это было необычное воссоединение. Это был момент, которого ждали месяцы, даже годы. Когда Чингук стоял на сцене, его глаза были полны слез, его голос дрожал, и все его тело, казалось, сдерживало тяжесть бесконечной тоски. Затем из-за экрана появился Тэхён, его шаги были быстрыми, его руки сжаты, как будто он не хотел отпускать своего любимого брата. Однако за этим счастьем было что-то гораздо более глубокое. Что-то, что заставило всю армию ошеломиться, сердце колотиться, а слезы течь безостановочно. Что именно сказал Чингук? Почему эти слова так пронзили душу? Это знак того, что BTS скоро вернутся в полном составе? Или есть какие-то неожиданные новости, которые не были раскрыты? Как Тэхён отреагировал на эмоциональные слова Чингука? Означало ли это, что они скоро начнут новый совместный проект, или это был просто долгий перерыв, который армии придется пережить? Когда камера запечатлела этот момент, весь мир, казалось, перестал вращаться. Чингук посмотрел на армию, его губы дрожали, а затем он что-то сказал. Что-то, чего никто не ожидал. Что-то, что заставило Тэхёна немедленно обнять его крепче, как будто он хотел защитить его от всей боли, которую они перенесли. Что на самом деле происходило за кулисами? Почему Чингук выглядел таким хрупким, хотя он всегда был сильной фигурой в глазах армии? Было ли это связано с будущим BTS? Или была причина? Когда Чингук открыл рот, раздавшиеся звуки были не просто обычными словами. Это была скрытая вибрация души, признание, которого, возможно, никто не ожидал. «Я так сильно скучаю по тебе, что едва могу дышать», — сказал он почти надломленным голосом, как будто каждое произнесенное им слово было бременем, которое наконец-то было снято. Его обычно блестящие глаза теперь были полны слез, и армии, присутствовавшие на месте событий и наблюдавшие через экран, могли почувствовать, насколько глубока рана, которую он скрывал. Тэхён, который всегда был известен как сильная и улыбчивая личность, не смог сдержать слез. Их объятия были не просто встречей двух друзей, а встречей двух душ, которые так много пережили в тишине. «Мы справились», — прошептал Тэхён, слышно было только Чингуку, но камера поймала его дрожащие губы. Наблюдательные армии сразу поняли, что этот момент был больше, чем просто воссоединением, это было свидетельством их борьбы за выживание среди всего этого давления. Затем Чингук снова взял микрофон, на этот раз с легкой улыбкой, хотя его слезы все еще текли. «Я не хочу, чтобы вы грустили. Мы снова будем вместе, сильнее, чем прежде». Эти слова были словно противоядие для армии, которые преданно ждали, но за ними стояли большие вопросы. Что именно произошло, пока их не было? Было ли что-то, о чем не было сказано? Также возникли предположения. Некоторые фанаты приписали заявление Чингука прошлому перерыву BTS, в то время как другие беспокоились, что не будет никаких хороших новостей о контракте группы или будущем. Но одно было точно, этот момент доказал, насколько сильна связь между BTS и армией. Каждый взгляд, каждое объятие и каждая упавшая слеза, казалось, говорили громче тысячи слов. Среди радостных возгласов и криков фанатов Чингук и Тэхён наконец-то сошли со сцены, все еще соприкасаясь плечами, как будто они больше никогда не хотели расставаться. И армии начали задаваться вопросом. Это знак того, что они скоро вернутся с новой музыкой? Или это только начало долгого пути, полного сюрпризов? Очевидно, одно слово Чингука изменило все. Это было не просто выражение тоски, а признание того, что за их улыбками и смехом скрывается борьба, о которой не все знают. И, возможно, именно поэтому армии так преданы, потому что BTS никогда не боялись показывать свою человеческую сторону, даже в самые уязвимые моменты. Теперь все глаза прикованы к их следующему шагу. Увидим ли мы в ближайшее время сотрудничество Чингука и Тэхёна?
Скоро ли BTS вернутся в полном составе? Или в разработке находятся сольные проекты? Одно можно сказать наверняка, мир не готов к следующему сюрпризу. А как насчет ARMY? Им остается только ждать, с надеждой и слезами, которые еще не высохли полностью. Потому что если чему-то и можно научиться сегодня вечером, так это тому, что BTS и ARMY на самом деле никогда не расставались. Они просто взяли перерыв, чтобы снова стать сильнее. За сверкающей сценой и криками фанатов скрывалась более глубокая история, скрытая в каждой секунде этого эмоционального воссоединения. Некоторые обозреватели музыкальной индустрии говорят, что воссоединение Чингука и Тэхёна после службы в армии было не просто ностальгическим выступлением, а важным поворотным моментом в истории BTS. Так что же сделало это воссоединение таким особенным? Когда Чингук смотрел в камеру со слезами на глазах, многие не осознавали, что его небольшой жест, его левая рука крепко сжимала руку Тэхёна, имел особое значение. Опрошенный эксперт по языку тела предположил, что это был признак глубокой эмоциональной зависимости. Предполагая, что период службы в армии в корне изменил динамику их отношений. «Это жест того, кто нашел в себе новые сильные и слабые стороны», — сказал он. Еще один интересный факт раскрыл анонимный сотрудник Big Hit. Согласно этому источнику, сцена объятий, от которой замирает сердце, на самом деле не была в сценарии мероприятия. Они должны были просто поприветствовать фанатов и спеть вместе песню. Но когда Чингук начал плакать, Тэхин отреагировал спонтанно. «Никто не ожидал, что это произойдет так», — объяснил он. Еще более удивительной была реакция других участников BTS, которые наблюдали за этим моментом из-за кулис. По словам нескольких очевидцев, Джин и Чимин выглядели одинаково эмоциональными, а RM, как сообщается, пришлось на некоторое время покинуть зону за кулисами, потому что он не мог сдержать своих чувств. «Это показывает, насколько сильна их связь как группы», сказал эксперт по групповой психологии, который наблюдал за динамикой BTS в течение многих лет. Но, возможно, самый большой вопрос. Почему Чингук казался самым эмоциональным? На самом деле, он известен как самый контролируемый участник на сцене. Тренер по вокалу BTS, который работал с ними, дал удивительное объяснение. Чингук всегда был самым чувствительным в группе. Он хорошо скрывал это все время, но после прохождения военной службы, похоже, он решил больше не скрывать свои чувства. Солдаты по всему миру неоднозначно отреагировали на этот исторический момент. В социальных сетях хэштег «решетка Елчоми Бачкандве» собрал более 15 миллионов твитов за 24 часа. Еще более трогательными являются тысячи видеороликов, на которых фанаты плачут, спонтанно подпевая песням BTS по всему миру, от Сеула до Мехико. Но за всеми эмоциями скрывается важный вопрос. Это знак того, что BTS собираются взять новое направление в своей музыке? Некоторые аналитики отрасли отметили, что такие моменты уязвимости часто становятся творческими поворотными моментами для крупных артистов. Когда артист осмеливается показать свою уязвимость таким образом, это обычно приводит к более глубокой, более личной работе, говорит один известный музыкальный критик. Не вызывает сомнений то, что воссоединение Чингука и Тэхёна создало момент поп-культуры, который будут помнить долгие годы. Не только из-за его сентиментальной ценности, но и потому, что это может стать началом новой главы в карьере BTS, той, где им больше не нужно быть идеальными, а просто быть самими собой. Теперь все глаза прикованы к тому, что будет дальше. Увидим ли мы впечатляющее возвращение? Или, может быть, более личный проект? Одно можно сказать наверняка, после той ночи мир знает, что BTS — это больше, чем просто айдол-группа, это семья, которая вместе пережила бурю и теперь готова взлететь выше, чем когда-либо. Среди рева аплодисментов, которые еще не стихли, наконец становится ясна одна истина. Этот момент воссоединения Чингука и Тэхена — не конец, а совершенно новое начало. Когда свет на сцене гаснет, и двое участников BTS медленно уходят со сцены, все еще соприкасаясь плечами. В воздухе повисает вопрос: если простое воссоединение может так потрясти мир, что еще произойдет, когда они действительно вернутся с новой работой?